Всем привет, с вами Файна, и сегодня я расскажу, на какие аспекты обратить внимание при выборе бензинового двигателя мощностью от 6 до 16 лошадиных сил. Двигатели типа Honda бывают нескольких групп по мощности. Самое популярное это в районе 6,5-7,5 лошадиных сил. Они универсальные, подходят на культиваторы, мотоблоки, мотопомпы, генераторы, на строительную технику и еще куда угодно. Вторая категория – это двигатели 9 и 13 лошадиных сил. Их также ставят на те модели, которые я перечислил. И они еще подходят для более мощной техники, например, на мини-трактора. И двигатели 15-16 лошадиных сил уже устанавливаются на мощные какие-то агрегаты, где необходима достаточно большая мощность. Более 18 лошадиных сил уже идут двигатели другого типа, с двумя цилиндрами, как правило, и совсем другой конструкции. Второй важный аспект – это выход коленвала. Они бывают трех типов. Самый распространенный, универсальный – это под шпонку. Если вы покупаете двигатель на какой-то самодельный агрегат, неважно какой мощности, берите под шпонку, это самый простой, самый оптимальный вариант. Если вы берете двигатель на замену старому, то в принципе вы берете выход вала точно такой же, как у вас был на предыдущем двигателе. Самые распространенные это опять же шпонка, на втором месте идет шлиц и очень редко где идет под конус. Чаще всего это различные мотопомпы и генераторы. Отдельный аспект – выбор диаметра вала на двигателях под шпонку малой мощности. На двигателях мощностью 6,5-7,5 лошадиных сил под шпонку валы бывают диаметром 19 и 20 мм. На этот аспект надо обязательно обращать внимание, потому что на старые мотоблоки, например, Нева-1, Нева-2, и на другие мотоблоки немножко этот зазор в 1 мм может усложнить вам жизнь, и лучше выбирать правильный сразу. На двигателях мощностью 9, 13, 15, 16, 18 лошадиных сил валы идут стандартные, как правило, на 25,5 мм. Третьим фактором при выборе двигателя является наличие электростартера. Все двигателя без исключения обладают ручным стартером. То есть, если электростартер по каким-то причинам поломался, либо сел аккумулятор, вы всегда можете завести мотор с помощью ручного стартера. Электростартер покупают в случаях, во-первых, удобства, то есть вы просто поворачиваете ключ и двигатель сам заводится. А второй случай – это если двигатель будут заводить люди, которые в принципе могут не обладать достаточными навыками. Ну, например, жена заводит генератор, когда отключили свет в отсутствие мужа дома. Но единственное, надо учитывать, что стоимость двигателей с электростартером, как правило, немножко дороже. Поэтому взвешивайте за и против, цена и действительная потребность. Четвертый фактор при выборе бензинового двигателя – это тип воздушного фильтра. Они бывают двух вариантов. Первый – это вот как здесь, это воздушный фильтр с масляной ванной. То есть внутри стоит поролонка, здесь вы наливаете масло по уровень, и когда воздух заходит в фильтр, он сначала попадает в масло, и вся пыль, грязь, мусор остается вот именно в масле. Его преимущество в том, что его очень легко и просто чистить, и он обеспечивает хорошую защиту, и также он хорош при работе в пыльных условиях, где обычный фильтр просто забьется. Но из минусов этого фильтра это то, что его нельзя ставить на технику, которая будет либо вибрировать, либо постоянно ходить под разными углами. Ну, например, на вибротрамбовке такие фильтры не подойдут. Такие фильтры не подойдут категорически, если вы устанавливаете двигатель на картинг, поскольку на поворотах все масло просто разобьется и попадет в карбюратор. Второй тип фильтра – это двойной очистки. То есть сначала идет поролонка и внутри идет бумага гармошкой, как на автомобилях. Преимущество этих фильтров то, что они подходят вообще в принципе на любую технику, но недостатки, если вы работаете в очень пыльных условиях, они быстро забьются, ну и их, естественно, необходимо периодически менять. Просто вылить масло, как в предыдущем варианте, и заменить поролонку здесь не получится. Ну, однако стоят такие фильтры недорого, и в принципе всегда можно купить их про запас несколько штук и менять по мере необходимости. Пятым фактором при выборе двигателя является количество оборотов. Здесь вариантов, собственно, может быть только два. Все двигатели
по типу Honda имеют 3600 оборотов максимально. Но есть моторы, которые имеют понижающий редуктор, который понижает обороты на 50%, и у них максимальные обороты 1800 оборотов в минуту. Стандартные двигателя это в основном покупают, двигателя с редуктором покупают при использовании на какой-нибудь технике, где надо большая тяга. И также двигатели с редуктором и центробежным сцеплением покупают на картинге, на пилорамы, там где надо, чтобы механизм вращался при достижении определенных оборотов. Вращение у всех двигателей, если смотреть на вал, против часовой стрелки. Других вариантов не бывает, кроме редких исключений некоторых особых моделей с двигателями с редуктором. Надеюсь, что видео было вам полезно. Если я что-то не сказал, вы можете задавать вопросы в комментариях, с радостью на все отвечу. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!